Друзья, всем привет еще раз. Вы думаете, почему еще раз? Потому что я уже второй раз записываю это видео. Я забыла включить звук. Но я не могу выпустить видео с плохим звуком, потому что, сами понимаете, звук очень важен. Я знаю, что многие слушают, занимаясь какими-то делами, может быть, завтракают, может, еще что-то. И звук здесь играет решающую роль. Напишите, кстати, мне, как вы меня смотрите, под какие-то дела или прям вот видите меня сейчас. Что я делаю? Ладно, друзья, давайте начнем. Но сначала не забудьте подписаться на мой телеграм-канал Victoria Day Life. Я туда выкладываю все видео, дублирую. Там даже есть хэштег специальный. Еще рассказываю про жизнь в Испании, про котиков и много чего еще. Про парфюмерию, конечно же, тоже. Не забудьте подписаться Victoria Day Life. И мой промокод в рандеву 10 Victory. 10% скидка на все. Суммируется с акциями и скидками. Обожаю в рандеву от Леванты, там практически на все всегда можно найти сэмплы, там очень быстро, быстрее, чем в остальных магазинах появляются новинки. Мне кажется, что точно быстрее, чем в офлайн. И там есть снятые ароматы, даже снятые есть, и даже на некоторые тоже есть от Леванты. И про сэмплы не знаю, но от Леванты я брала на снятые ароматы от Kilian. Давайте начнем. Начнем мы с моего нового аромата. Тут вот все уже так стоит, потому что я уже практически сняла тут ролик. Ладно, окей. Так вот все поставлю. Вот здесь то, о чем я не рассказывала. Это аромат, который называется Insolo от Jeroboam. Это один из моих уже любимых брендов нишевых. Мне очень нравится, что у него не такая заоблачная цена. Это не супер попсовые ароматы, и они просто шикарно звучат. Вот они все приятные. Да, какие-то могут не нравиться, потому что не попадают там в чей-то вкус, но они все звучат приятно, носибельно. Я не фанат прям такой ниши, которая отпугивает. Кроме Альдебаран, наверное. Вот последний из таких – это Альдебаран. Я знаю, что про него есть разные мнения. Вот, наверное, единственное. Ладно, вернемся. Insolo. Заявлено как ванильный пудровый аромат. И вообще ни с чем не согласна. Пирамида у него ваниль, жасмин, мускус. Я тоже не согласна. Это вообще аромат о другом. Когда его только распыляешь, вот прям первое, что чувствуешь, это вот это вот поджаренная корочка крема-брюле такого, знаете, жженого сахара. Мне еще обычно это напоминает сахарную вату. Там тоже вот этой вате есть вот этот вот аспект, да, жженого сахара. Но потом аромат начинает открываться, и он намного многограннее. Здесь есть нота кофе, причем скорее это латте, с молоком, естественно, этой же латте, и с капелькой карамели. Еще тут есть такая нотка коньяка. Еще такая ягодная, да, может быть, вишневая нота какая-то здесь появляется, мелькает. Вообще интересно с этим ароматом. Я уже, когда его распылила, я начала читать отзывы. И вот читаю, где пишут про вишню, я думаю, да, есть. Скорее даже вишневый сироп. Читаю вот про вот это кофе, думаю, да, я тоже это чувствую. Про эту корочку, крем. В общем, аромат для кого чем открывается. Возможно, в этом был хитрый план написать всего 3 ноты, чтобы люди там сами себе фантазировали. Но ваниль тут однозначно есть. Конечно, есть. Скорее вот на подложке ванили. Вот тут вот все эти игры разума происходят. И жасмин, но если прям знать, тут есть какой-то цветочный блок, да, он есть, но взять скорее вот такой фруктовый аспект цветов. Вот я бы это так сказала. Очень классный аромат. Не знаю, как его без теста брать. Я никогда это не рекомендую. Кстати, про стойкость. Опять же, читала, что у него небольшая стойкость, но это не так. В чем фишка вот таких ароматов? Они очень ярко стартуют,
Потом они успокаиваются. Да, этот аромат не все время звучит этими гранями. Мне кажется, это даже было невыносимо. Он успокаивается, и он уже вот так вот спокойно, ванильно, вот с этими аспектами. Да, есть у него эти грани, звучит, но намного мягче, чем в начале. И может показаться, что он вообще не стойкий, потому что когда он так стартанул, ждешь, что он дальше будет, ну, как минимум таким же. Нет, он усаживается, он спокойный. Вот опять же я говорю, эти ароматы в основном все носибельные. То есть я даже представляю этот аромат носить в офис. И если бы он звучал вот как в начале, на протяжении всего, да, всего звучания аромата, это было бы невыносимо. Правда. Он остается, поверьте мне. Я думаю, что даже шлейф, да, вот если вы рядом с человеком проходите, даже шлейф, я думаю, этого аромата чувствуется. Но он не будет таким ярким, он не будет таким вот оглушительным. И это правильно. Ну зачем? Я думаю, что все бы отвернулись от него, если бы он был таким оглушительным все время. Нет, тут все идеально. Так, давайте дальше. Аромат, про который я уже рассказывала миллион раз. Наступает опять его сезон, чему я очень рада. Я его не носила летом, очень скучала. Это Ванея де Таити, Перис Монте-Карло. Аромат кому-то цветочный кажется больше, кому-то ванильный, 50/50 кому-то. А для меня это прям вот такой стручок таитянской ванили. И прям вот вдыхаешь этот аромат, и чувствуется аромат цветка, скорее белого цветка. Да, тут чампака и иланг заявлены, но так как я в жизни никогда не сталкивалась с чампакой, да, в реальности не нюхала ее, для меня это скорее такой белоцветочный. Ну, больше для меня вот напоминает даже жасмин. Вот тут вначале есть такая, кто-то говорит, индольная нота, я соглашусь, но для меня это скорее натуральная белоцветочная нота. И потом, как будто бы эта белоцветочность, она вот с ванилью. Ваниль не гурманская, ваниль, ну, вот такая с горчинкой. Это можно сказать, что вкусно, но все-таки это не про гурманику, а здесь, да, здесь почему-то прям, хоть тоже я не скажу, что это про гурманику, прям конкретно, но тут есть гурманские ноты, и прям хочется укусить себя, куда нанесла этот аромат. Так, давайте дальше. Еще один аромат. Тоже здесь есть сахарная вата. Здесь, по-моему, прям даже заявлена сахарная вата. Slide John Slab. Аромат называется Sweet Lure. Это в аромате есть какая-то вот в начале, даже какая-то зеленая нота. Нота жженого сахара. Я сахарная вата сказала бы это, да. Есть... Не помню, заявлены тут цветы, но мне кажется, тут тоже есть цветочный блок, но он только фоном звучит. И есть лактонность в этом аромате. Он довольно сладкий. Без теста я бы, наверное, не рекомендовала его брать. Может показаться приторным. Так. Ну, конечно же, лира от Ксерджов. Тут лаванда, лакрица, тут ваниль. Причем ваниль, мне даже кажется, что она, ну, довольно сладкая, да, довольно сладкая. Но благодаря вот этой горчинке лакричной, благодаря лаванде в аромате есть вот эта свежесть и даже какой-то вот такой контраст небольшой есть. Мне очень нравится. И его, кстати, вот, его, в принципе, можно носить летом. Я его носила, но он очень быстро слетает. Очень быстро, поэтому можно, но я не вижу смысла такие ароматы носить в теплую погоду. Они, ну, вот, на мой вкус, лучше открываются именно в холод. Тут еще есть, кстати, в верхних нотах цитрусовые какие-то. Что-то есть цитрусовое. Вначале я не помню, что тут заявлено. Может, апельсин. Ну, точно там не лимон, а может, апельсин. Поэтому, в принципе, да. Но вот мне под настроение абсолютно он не попадает в летние ароматы. Не знаю, слышите его или нет. Кто-то там, какая-то собачка ругается на кого-то. Так. Давайте еще продолжим лавандой и ванилью. Вообще мне нравится это сочетание.
Да, лаванда и ваниль мне нравится. Но мне нравится, когда все-таки больше ванили, когда аромат такой более мягкий. Здесь вот Guerlain, Mon Guerlain Intense, версия Intense, моя любимая. Еще есть в туалетной воде, мне она тоже нравится. Но там вообще не сказать, чтобы ваниль говорю, лаванда была в главной роли. Здесь она чувствуется, но здесь больше ванили, мадагаскарской такой ванили. Опять же, она не про гурманику. Мадагаскарская ваниль, но тут есть гурманская нота, как будто бы какой-то сливочный десерт. И тут тоже есть, не помню, в начале, по-моему, заявлено или нет, но тут есть такая небольшая свежесть, мне кажется, цитрусы заявлены. Ну, ни в коем случае не подумайте, что этот аромат свежий, нет, но к тому, что он не приторный. Вот его я бы в жизни не назвала приторным. Если такая опасность может быть со светлюр или с инсуло, в начале может показаться приторным. Тут по мне так вообще нет приторности. Так, давайте уж с ванилью и лавандой закончим. Это Yves Saint Laurent Libre версия Intense. У меня еще есть Le Parfum. Тоже хорошо очень. Причем Le Parfum, кстати, надо было его сюда. Ну, у них одинаковый флакон, надо было его взять. Он даже лучше в холод открывается. Он такой более мягкий, более такой округлый. Если здесь все-таки есть лаванда, здесь 50/50 лаванды, ванили, то там вообще просто вот не вычленить лаванду не вычленить. А здесь чувствуется прям такой кустик лаванды и кустик ванили. Вообще на мне этот аромат лучше всего открывается в теплую погоду, в жару, прям вообще идеально. Поэтому надо было, конечно, сюда притащить Le Parfum. Закрывайся же ты. Надо было его сюда принести, потому что вот он... Могла бы сейчас вам сказать, да, что это Le Parfum, какая разница, у них флаконы абсолютно идентичные, у них жидкость идентичного цвета, я отличаю только по расходу. Этот я расходую больше, потому что я в жару просто им поливаюсь. Он в раскрытии становится таким более таким уходово-кремовым, но все еще сохраняет эти ноты ванили и лаванды. И мне кажется, он всегда красиво открывается на горячей коже. На холодной, да, ему нужна жара. И мне, кстати, писали люди, которые по моему совету попробовали этот аромат в жару, потому что так-то не очевидно, что его можно носить в жару. И сказали, что им очень понравилось раскрытие в жару. Напишите, вот если у вас есть он, когда вы его носите и пробовали ли вы его в жару. Но надо было принести Le Parfum. Le Parfum, вот он в жару вообще не очень. Нет, вообще теряется, как что-то такое сладкое с легким оттенком Libre. Здесь должен быть тот. Так, ну что, лаванда и ваниль? Да, все рассказала. Кстати, я вам рассказываю часто, да, про волосы, особенно вот это, наверное, интересно тем, у кого они пористые, вьющиеся. Я начала их красить полностью однотонно где-то с марта, может, чуть пораньше, с весны. И я просто не нарадуюсь. Я, по-моему, зимой, у меня вот все в голове смешалось, я зимой подстриглась каре, и я рассказывала, что я это сделала, потому что замучилась с волосами, они никак не лежат, я ничего не могу с ними сделать. Но сейчас просто, вот я живу в том же климате, вы видите, нет никакой вот этой вот такого одуванчика. И я их не укладывала утюжком. Это просто, это краска, это не мелирование. Вот, мелирование точно так же, как Air Touch для пористых, склонных, не с того начала, на пористых волосах, которые склонны виться. Краска вот эта вот, которая для обесцвечивания, которая полностью убирает пигмент из волоса, это убийственно. Это убийственно, поэтому если у вас есть эта проблема, подумайте о том, чтобы перейти на однотонное окрашивание. Я всегда
думала, что в один тон это больше вредит всем волосам. Потому что мне казалось логичным, что на мелирование это где-то половина волос только страдает. На самом деле то, как страдает эта половина, они скорее даже вот отваливаются, они абсолютно безжизненные, бессмысленные, в депрессии эти волосы, пустые. И, конечно же, это вредит полностью, да, тому, как выглядят все волосы. Потому что эта половина, она как бы не то, что где-то в другом месте, она на этой же голове, которая об этом не думала. Поэтому, друзья мои, вот. И я стала уже думать. Я была уверена, что когда у меня волосы отрастут, я где-то к осени, к зиме опять подстригу каре, потому что летом я не хотела, чтобы можно было их убирать, а к осени я думала опять верну каре. Но вот сейчас я смотрю, я даже уже сомневаюсь. Не знаю, может быть, и не верну каре. Думаю пока, думаю. Мне, в принципе, нравится, да, несмотря на то, что мне под тем видео, где я появилась первый раз в каре, написали, что оно у меня и старит, и какая-то я плохо выгляжу. Ну, в общем, много там всего написали. Мне нравится, как я выгляжу с каре и чувствую. Но у меня так волосы хорошо выглядят, что мне даже как-то вот не знаю. Думаю пока. Может, подстригу. Давайте дальше. BDK. Руж Смокин. Тут, не помню, заявлено или нет, вишня, но тут чувствуется такая вишня, причем она такая довольно-таки свежая, но в то же время здесь есть табачность, и мне скорее напоминает кальянную табачность, здесь есть ваниль. А когда аромат открывается, я слышу такую ваниль с горчинкой и вот этой вот какой-то вишневостью. Ну, для меня все-таки это аромат не про вишню. Не скажу, что он прям вишневый. Для меня Black Opium Over Red, вот это прям аромат про вишню. Любимая моя, наверное, вишня именно в нем. Так, ну давайте еще BDK Crème de Cure. Это такая сливочная ананасовая замша. Очень необычное сочетание. И вот это вот сочетание ананаса, кремовости в аромате. Прям какой-то вот уходовый тут есть крем. Да, какая-то вот от этого в аромате есть немножечко свежести, кислинки, и в то же время там есть кожа, там есть скорее замша. Аромат вообще ни на что не похож. Чувственный, сексуальный, сладость в нем немного есть, немного присутствует. Тоже люблю BDK. Вот для меня один из любимых нишевых брендов это Jeroboam. Мне нравится их цена, она вполне доступная, ну, я имею в виду для ниши. Кстати, мне кажется, что есть сейчас и люксовые парфюмы, которые дороже стоят, чем вот эта вот ниша. BDK тоже люблю. И еще потому, что ароматы носибельные, что объединяет, да, вот этот бренд. Еще маски Милано, у меня нет сейчас этих ароматов, я в предыдущем видео про них рассказывала, тоже носибельные, но необычные. Там есть ароматы, допустим, Lost Alice, которые, ну нет такого больше ни у кого такого нет. Но в то же время они все носибельные, они приятные и по плюс-минус доступной цене. Я, конечно, не говорю, что это бюджетные ароматы, ни в коем случае, но если сравнивать с какой-то нишей, да, вот раскрученной, такой распиаренной, ну вот это, кстати, мне тоже в этой нише не нравится. А эти ароматы, эти бренды, они все-таки такие, ну, не то чтобы у всех на слуху. Я бы так могла сказать про Пэрис Монте-Карло, но у меня пока от них только один аромат, поэтому я все-таки не буду так заявлять. От Jeroboam у меня уже 3 аромата. Если говорить про дубли, то вообще 4 аромата. У BDK у меня 1, 2, 3. У меня есть еще планы, что заказать в Jeroboam. Много планов, что заказать в Пэрис Монте-Карло и в BDK тоже. Давайте дальше. Кстати, от Гричи у меня тоже много ароматов. В Гричи единственное, что меня смущает, у них очень громкие ароматы, поэтому вот
их я не могу сказать, что они вот прям все носибельные, универсальные. Они под определенные условия. Но вот, мне кажется, такой довольно универсальный. Это Because I'm Free. Я заказывала его, потому что надеялась тут на туберозу с бананом. Банана я не нашла, но фруктовость есть. Фруктовость есть, скорее для меня она абстрактная. И, скорее всего, это такой оттенок туберозы. Туберозы. Говорят, что он похож на Линтреди Руж. Я согласна. Он похож на Линтреди Руж ровно до базы. База у Линтреди Руж очень громкая, очень густая, такая пряная. Я не могу его носить именно поэтому. Он для меня в какой-то момент прям становится таким, ну, не синтетическим, но каким-то слишком громким. И поэтому мне он нравился в шлейфе, но вот на себе я прям не могла его носить. А этот, он тоже стойкий, он тоже шлейфовый, но база у него намного легче, намного спокойней. Она не такая пряная, она не такая густая, она прям, ну, такая приятная база. Здесь ваниль в базе. Я не помню, что здесь в базе, если честно. Но помню, что воспринимается она 100% легче. В Линтреди Руж, по-моему, есть патчули, а вот здесь их нет. Может быть, вот в этом отличие. Но при этом он сохраняет вот эту вот, да, соблазнительность туберозы, ее притягательность, ее женственность, сексуальность, но намного для меня вот носибельнее. Давайте вот про этот аромат. Chocolate Крити от Монталь. Я купила этот аромат, когда искала аромат с нотой шоколада. Мне прям хотелось шоколада. Здесь есть эта нота, но, скорее всего, с печеньем. Такое печенье, где такие кусочки шоколада. Вот мне скорее вот так это напоминает. Но он потом открывается, и он уже звучит такой больше моно-ванилью, с таким легким оттенком шоколада. Но ваниль приятная, она не скатывается в чисто такую гурманскую. Есть немножко горчинки. Ну и не скажу, что это прям мадагаскарская ваниль. Все-таки она такая более съедобная, но звучит она дорого, красиво. Иногда просто звучит вот эта вот гурманская съедобная ваниль, прям дешево. Здесь такого нет. Так, аромат у меня в таком кофре. Это Лэнг-Линг Сикуша номер 7. Малина, сладкая вата, сахарная вата. Но, кстати, для меня она скорее не... Вот здесь я сахарной ваты не чувствую. Для меня в сахарной вате обязательно должно быть вот это ощущение жженого сахара. Здесь ничего такого нет. Для меня это такой малиново-сливочно-гурманский десерт. Ну да, с сахаром. Окей, там, наверное, есть сахар. И с такой замшевой пряной подложкой. Малина тут... Ну, я не скажу, что тут прям вот такая нота свежей малины. Скорее она вот в десерте. Да, она была свежей, но ее вот прям свежей такой вот в десерт, и там вот перемешали. Вот скорее так. Да. Может быть, на этот десерт одну малинку так сверху и положили. Но тут еще стоит какая-то рядом кожаная сумка, такая новая, замшевая кожаная сумка. Так, 2 аромата осталось. HFC Shade of Chocolate. Я, опять же, в поисках шоколада заказала этот аромат, но он абсолютно не про шоколад. Тут скорее шоколадные пачули. Да, ну прям надо, чтобы аромат открылся, чтобы их почувствовать. Прям поносить надо. Я чувствую тут еще розу, я чувствую тут дерево. И тут, возможно, есть нота рома, но того, который использует то, что HFC называет ромом. Для меня это скорее такая нота изюма. Я вот так вот чувствую этот ром, который заявляет HFC. Если бы, когда я заказала, я не ждала бы чисто шоколадный аромат, а вот я прям почему-то думала, что мне прям шоколадку привезут, мне бы он понравился.
Но я прям была разочарована, оставила его, а потом просто нанесла, ничего уже от него не ожидая, и мне понравилось раскрытие. И я даже почувствовала там такой оттенок, да, но тут и не говорится шоколад, тут говорится shade of chocolate. Оттенок шоколада я потом все-таки тут почувствовала, и мне прям понравился этот аромат, понравился. Но я думаю, что да, на название не надо вестись. Если вы ищете шоколад, то это не про этот аромат. Так, и еще один аромат с гурманскими нотами. Это Matcha Meditation, Мисон Маржела, реплика. Аромат довольно сладкий. Вот тут прям до приторности. У меня, видите, ой, не знаю, видите, да? Ему уже года 3, и я до сих пор даже половины не смогла использовать, потому что он, для меня очень приторный. Здесь матча-чай. Если вы любите матча-чай, вам должно понравиться. Здесь он прям чувствуется, но очень сладкий, очень, как будто бы даже не матча-чай с молоком, а матча-чай со сгущенкой. Вот как будто прям сейчас эту сгущенку туда наливают, перемешивают, и он очень сладкий. Есть, кстати, здесь жасмин, но опять же он не чувствуется очевидно, прям вот такая нота жасмина. Какой-то вот такой цветочный блок тут ощущается. Вот как и вот в этом аромате Инсула тоже не прям ярко жасмин, но как будто ты понимаешь, что если поискать, там есть что-то цветочное. Причем именно вот такое жасминовое. Но я говорю, этот аромат лучше тестить, потому что даже вот такой вот маленький, travel-версию такую маленькую можно очень долго носить. И она может даже немножечко придушивать, если не в то время, не в том месте ее надеть. Вот, друзья, вот такой вот у меня получился обзор ароматов, которые я считаю просто незаменимы именно на осень, поднимают настроение, окутывают теплом, уютом, они чувственные, они привлекательные, практически все эти ароматы комплементарные, поэтому я, конечно, их обожаю, как и обожаю осень. Я ее любила всегда, но вот когда у меня такая коллекция ароматов, да, которыми хочется наслаждаться, сейчас я ее прям люблю вдвойне. Вот, друзья, не забудьте подписаться на этот канал, поставить палец вверх. Обязательно пообщаемся в комментариях, пишите и подписывайтесь на мой телеграм-канал Victoria Day Life и на мой... Туда не надо подписываться. Просто не забудьте про мой промокод 10 Victory в рандеву. Все. Спасибо вам большое, что провели это время со мной. Вы не знаете, но мы аж целых 2 раза его провели вместе, да, с этим моим неудавшимся видео, которое я записала без звука. Спасибо вам большое. Обязательно будьте счастливы. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.